Вышедшая в 2009 году фильм «Аватар» считается самым кассовым за всю историю кинематографа. Его сборы составили почти $3 миллиарда. Фантастическая кинокартина обрела большой успех не только благодаря захватывающему сюжету, но и потому, что сильно продвинула кинематограф вперед. Например, специально для этого фильма специалисты разработали самую точную технологию захвата актерской игры. Для съемки трехмерных сцен операторы применяли стереоскопические камеры высокого разрешения. Вскоре после его выхода в 2009 году режиссер Джеймс Кэмерон объявил, что будет продолжение, и спустя 13 лет на экраны выходит сиквел «Аватар. Путь воды». Сегодня в ролике я вам расскажу и покажу, как снимали эту кинокартину. Присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну, поехали! Работа над сиквелом «Аватара» началась в 2011 году, то есть длилась 10 лет. Сначала режиссер Джеймс Кэмерон занимался написанием сценария, а компания Mountain Beach строила несъемочные объекты. Изначально говорилось, что съемки «Аватара 2» будут завершены в 2015 году. Во время съемок планировалось отснять материал для следующих фильмов с запланированными датами выхода в 2016, 2017 и 2018 году. Однако вскоре стало понятно, что технологии, необходимые для съемок, еще не разработаны, и их пришлось просто сидеть и ждать. Непосредственно съемки второй части «Аватара» начались в 2017 году. Они длились 3 года и были завершены в 2020 году. Последующей работе помешала пандемия коронавируса, поэтому фильм вышел только в конце 2022 года. Над спецэффектами в «Аватаре. Путь воды» разрабатывала компания Weta Digital. За 1,5 года она разработала самую лучшую технологию захвата движения под водой. По словам режиссера Джеймса Кэмерона, эта система ранее нигде не использовалась. Как и обычная технология захвата движения, в ней задействованы нанесение на тела актеров маркеры и сотни камер. Но в воде многие маркеры отображаются и мешают работе системы, из-за чего им и потребовалась совершенно новая технология. Чтоб камерам не мешало проникающий сверху свет, создатели фантастического фильма наполнили поверхность воды белыми шариками. Многие сцены фильма были сняты под водой. Чтобы справиться с этим, актеры полгода обучались фридайвингу. Чтобы снять подводные сцены, актеры опускались в емкость с 4 миллионами литрами воды. Для большей реалистичности резервуар был оснащен оборудованием для имитации подводного течения. Сначала знаменитости отыгрывали сцены в костюмах с маркерами, а потом их движения передавались трехмерными моделями. Подводная съемка велась без специального оборудования, потому что режиссеру хотелось снимать лица крупным планом. Основным местом съемок фильма стала Новая Зеландия, где снимали первую часть. Режиссер Джеймс Кэмерон арендовал калифорнийскую съемочную площадку MBS Media Campus. Причем выбор на нее пал не просто так. Режиссер постарался, чтобы во время съемки природа не наносила вред. Известно, что кампус MBS Media очень заботится о чистоте воды, поэтому используют только безопасные для природы краски и моющие средства. На съемочной площадке был использован свет, который генерировался солнечными батареями. Чтобы природе не наносило вред, создатели «Аватара» выделили $5 миллионов. Планы Кэмерона на будущие франшизы довольно амбициозны. Режиссер хочет создать целую вселенную, которая будет включать в себя несколько поколений людей и Нави.
На данный момент в разработке находится как минимум 3 сиквела. В 2018 были опубликованы предположительное название еще 3 частей фильма. Ориентировочная 3-я часть будет звучать как «Носители семени». Следующая «Туркуйские наездники», а 5-й выпуск франшизы назовут «В поисках Эйви». Кэмерон в комментариях пояснил, что не исключает такие варианты, однако окончательный выбор пока не сделан. Изначально планировали снять все 4 сиквела, но затем решили сосредоточиться на 2 частях. На момент выхода фильма «Аватар. Путь воды» 3-я серия франшизы была готова на 95%. Предположительно, «Аватар 3» выйдет на экраны в конце 2024 года. Хотя премьеру планировали годом ранее. Известно также, что снято несколько первых сцен 4-й части. По слухам, в сюжете ожидается временной скачок вперед. Сага получит потрясающий размах, но надежда на счастливый финал все же будет как для людей, так и для народа Нави. Между тем, судьба 4-го и 5-го фильмов пока находится под вопросом. Появление проектов зависит от кассовых сборов 2-й части фильма. По мнению Кэмерона, «Аватар. Путь воды» должен оказаться не ниже 5-й строчки по кассовым сборам всех времен. Тогда создатели получат в прокате около 2 миллиардов, иначе шоу окажется провальным. Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Кому понравилось, поставь лайк. А с вами был Илья ТР. Всем пока-пока.